Так, лобзик Фиолент достался в довольно приличном состоянии. Уже сделан 2015 год, уже Крым не наш. Проработал мало. Якорь отличный просто. Но смазал редуктор, аж шепчет просто. Выкинул засохшую смазку. Просто зашептал. Но при средних и высоких оборотах сильные вибрации в хвостовой части. Полез разбирать. Болтается подшипник в хвостовике. Даже можно взять, вот колечко вывалилось. Есть потертости от вращающегося подшипника. Точно так же, если посмотреть, вращался по корпусу подшипник и на теле редуктора. То есть там, где обычно даже китайцы сзади ставят уплотнительный колпачок резиновый, здесь подкинули нам просто какое-то колечко, которое по их логике должно держать болтающийся в пластмассе подшипник. Вылечим примитивнейшим способом, чтобы зазор очень маленький, но подшипнику хватает благополучно болтаться. То есть нам на подшипник наклеим фольгу на суперклее, и чтобы плотно оно вставилось в посадочное место в пластмассе. Ну а спереди, там где можно потом при разбирании не нагреть, поставим на резьбовой или подшипниковый герметик. Так что, когда бы был украинский, такого у нас не было в Фиоленте. Наклеиваем на подшипник пару слоев фольги типа фрэкенбок. И уже вот попробовал вставлять. Очень тугенько вставляется. Плотненько и тугенько заходит. Вот с образованием даже по усадочной кромке. То, что надо. Кстати, надо сказать, подшипники очень хорошие. Даже я их разбирал, промывал. Внутри без смазки. Очень легонько, без всяких задиров катаются. Без всякого люфта. Так что набил хорошей французской смазкой матуль с молибденом. Думаю, будут служить верой и правдой долго оба подшипничка. Ну, а спереди посадим на специализированный герметик. Так что внимательно сейчас к Фиоленту надо. Работы над Фиолентом закончены, слава богу. Лобзик работает мягко, трусить перестало. То есть можно пользоваться. В руках приятно держать. Все.